Не так давно начался открытый бета-тест, появилось множество игроков, а с ними множество вопросов. Новые игроки заходят в игру и теряются, что, где и куда тыкать. Поэтому позволь мне стать твоим проводником на полях сражений. На полях сражений с интерфейсом, конечно же. В этом видео я расскажу, что для чего и как им пользоваться. Первое, что ты видишь, это вкладка «Солдаты», где ты можешь выбирать сторону конфликта и управлять своими отрядами. Изначально их доступно несколько штук, по мере прогресса кампании будут открываться новые. Одновременно без премиум аккаунта могут быть активны 3 пехотных отряда и 1 отряд техники, с премиумом 4 и 2 соответственно. Выбрать активные отряды можно в специальном меню. Каждый отряд узкоспециализирован, о чем говорит его иконка класса, но может содержать солдат разных классов, тем самым давая возможность создавать универсальные отряды. А размер отряда, доступные классы солдат для него и прочее определяются при его прокачке, они чуть позже. Состав отряда можно менять, заменяя или добавляя солдат в отряд из резерва, а в резерве они появляются благодаря поставкам, о них тоже чуть позже. Каждый солдат уникален. Он имеет класс, определяющий его снаряжение и особенности в бою, ранг, означающий максимальный уровень и возможное число перков, а также текущий уровень, за каждый из которых дается возможность выбрать один из перков, и снаряжение. Немного про снаряжение. Солдат может использовать до 2 видов оружия, экипировку в виде рюкзаков и подсумков, пистолет, оружие ближнего боя, взрывчатку и другое снаряжение, как, например, аптечку или инструменты для ремонта техники. Однако не все слоты доступны изначально и разблокируются при прокачке отряда того же класса, что и сам солдат. Например, слот для второго оружия для солдат-штурмовиков открывается при прокачке штурмового отряда. Стрелковое оружие может быть также улучшено. Улучшаемые характеристики отображены в описании. Возможность улучшать определенное оружие может быть разблокирована при прокачке определенного отряда. Кроме того, для улучшения потребуются запасные части, которые могут быть получены при разборе точно такого же оружия. То есть в плане запчастей винтовка Мосина и снайперская винтовка Мосина — это два разных вида. Обрати внимание, улучшается только одно конкретное оружие, а не весь вид в целом. То есть на улучшение одной винтовки может уйти несколько других. Но не торопись разбирать все подряд. Следует улучшить эффективность разбора и эффективность модификаций в той же ветке прокачки. Исключение из вышеперечисленного составляет дефолтная винтовка. Она может быть разобрана и улучшена в любое время, но эффективность разбора около нулевая. Техника также может быть улучшена аналогичным образом с одним отличием. Запчасти можно получить из поставок. Теперь о перках. При повышении уровня солдата он может выбрать один перк из 3, которые случайным образом выбираются из всех возможных. А возможность эта определяется следующим образом. Солдат обладает набором из 3 характеристик, которые определяют, сколько и каких способностей он может изучить: скорость, живучесть и обращение с оружием. Значение характеристик зависит от ранга солдата и особенностей класса. Каждый перк требует определенное количество характеристик для изучения. Некоторые перки, не самые полезные, могут и не требовать. Если с перками не повезло, не отчаивайся. Последующие уровни после достижения максимального возможного уровня будут давать очки переобучения, позволяющие заменить один из перков. В правой части этой вкладки мы видим премиум аккаунт, золото, покупаемая валюта, и заявки на поставку оружия и солдат. Про поставки напомню чуть позже. Ниже текущая кампания и возможность ее сменить. Учти, прокачка каждой страны в каждой кампании происходит отдельно. Далее боевые задачи, за выполнение которых можно получить заявки на поставки, и испытания и боевой пропуск, за выполнение которых также даются награды. И следом выбор игрового режима, выбор региона, чекбокс «Хотим ли мы играть за любую сторону или только за выбранную в данный момент» и кнопка входа в бой.
Следующая вкладка «Компания», на которой отображен прогресс текущей кампании и награды, которые можно получить по мере продвижения по ней. Далее вкладка «Улучшения», в которой можно улучшать отряды. По мере участия в боях отряды также получают опыт и уровни, с каждым из которых дается 1 очко отряда, которое можно потратить на улучшение. Улучшение делится на 3 ветки. Первое – улучшение самого отряда. Здесь может быть увеличенное количество получаемого опыта отряда, а также улучшенный размер и состав отряда, и открыты новые возможности класса. Вторая – улучшение личного состава. Здесь можно увеличить количество опыта, получаемое соответствующим специалистом, увеличить максимальный ранг солдата, необходимый для обучения в академии, а не чуть позже, а также разблокировать слоты под оружие и экипировку, о которых говорилось ранее. И последняя ветка – улучшение эффективности модификации и разбора оружия или улучшение эффективности модификации техники. Некоторые улучшения придется выбирать из нескольких вариантов, блокируя остальные. Что выбирать, зависит от ситуации, стиля игры, пула солдат и многого другого. Идеального и универсального решения здесь нет. Ну и несколько советов, что качать и в какой последовательности. Первым делом синяя ветка, все улучшения на опыт отряда. Больше опыта получает отряд, быстрее качается, быстрее получает очки улучшения для дальнейшего развития. Далее в зависимости от ситуации. Увеличение численности и состава отряда, если есть такая необходимость в бою и есть солдаты в резерве. Или же красная ветка – увеличение максимального ранга и количества получаемого опыта специалиста, если солдат данного класса много в резерве и необходимо отправлять их в академию. Далее следует улучшение экипировки солдат и прочее. Ну и наименее приоритетна прокачка ветки оружия. Ну а теперь про те самые поставки. Во вкладке обеспечения можно получить экипировку, оружие, технику, солдат, а также купить отряды за валюту. Для получения необходимы заявки на вооружение или солдат, которые, напомню, можно получить за выполнение боевых задач, достижения и прогресс боевого пропуска. Заявки подразделяются на бронзовые, серебряные и золотые. Бронзовые позволяют получить случайное оружие или случайного солдата, а также конкретное снаряжение. Доступность солдат и оружия среди случайных определяется прогрессом кампании. Получить неоткрытое в кампании оружие, например, так не получится. Серебряные заявки позволяют получить конкретное оружие или солдата, а также запчасти для техники. Случайным будет лишь уровень оружия, звание солдата или количество запчастей соответственно. Золотые заявки штучные, позволяют получить определенное уникальное оружие или солдата. А получить такие заявки можно в качестве награды боевого пропуска. И последняя вкладка «Академия», где можно обучать солдат. 3 солдата одинакового ранга и максимально доступного им уровня могут быть отправлены на обучение, а спустя определенное время вернется лишь один, но с увеличенным на 1 рангом и нулевым уровнем, а его класс будет случайным из классов изначальных 3 солдат. То есть, отправляя солдат одинакового класса, ты гарантированно получишь солдата той же специализации. Все снаряжение с невернувшихся солдат будет отправлено к тебе на склад. Количество характеристик солдата будет случайным в указанных пределах. Помни, разные классы обладают разными характеристиками, поэтому иногда полезно поиграться с генной инженерией, чтобы вывести хорошего бойца. Для отправки в академию специалиста определенного ранга необходимо разблокировать такую возможность в красной ветке соответствующего данному классу отряда, о чем говорилось ранее. Ну вот и все. Курс молодого бойца с интерфейсом пройден. Если видео оказалось полезным, поделись с другими и не забудь оценить. А если остались вопросы или есть пожелания по теме следующих видео, пиши в комментариях под видео. До новых встреч когда-нибудь.